Здравствуйте, дорогие мои творческие друзья! С вами Хё, и сегодня мы будем шить пальто для Кена. Выкраиваю внешние детали пальто. Для него я взяла клетчатую вискозу. Как всегда, ссылку на выкройку вы сможете найти в описании под видео. Также из тонкого хлопка у меня под варенку я выкраиваю подкладку, но можно обойтись и без нее, оставив только детали мешковин. Для начала сделаю карманы. В этот раз буду делать их врезными, но при желании можно и нашить. Переношу метку кармана на деталь полочки. Проклеиваю метку на изнанке моим любимым универсальным клеем. Также можно использовать паутинку или специальный клей для ткани. После высыхания делаю разрез по центру. И увожу к краям. Переворачиваю на лицевую сторону. Беру листочку и складываю ее пополам. Прикладываю листочку к срезу вот таким образом. Сверху накладываю мешковину кармана. Пришиваю все это к краю разреза. Вторую деталь мешковины пришиваю на противоположный край разреза. Протаскиваю все элементы через прорезь на изнанку. Затем пришиваю маленькие треугольнички, оставшиеся от разреза, к краям листочки. Совмещаю обе детали мешковины и сшиваю их между собой.
Получается вот такой настоящий карман. Для надежности можно прострочить его по периметру с лицевой стороны. Теперь беру половины спинки и сшиваю их по центральной линии. При желании можно оформить шлицу, так же как я показывала в видео про костюм. Пришиваю к спинке детали полочек по плечевым скосам. Сшиваю рукава в проймы. Пришиваю одну часть воротника к горловине внешней заготовки. И сшиваю детали полочек и спинки по боковым линиям. Теперь займусь подкладкой. Все детали подкладки можно выкроить по шаблонам внешней части, а потом немного их модифицировать. Для того, чтобы подгибы были аккуратными, подкладку нужно укоротить. От нижнего края полочек и спинки отступаю вверх 1 см, а от края рукавов половину сантиметра. На деталях полочек обрисовываю подборт. И теперь, отступив еще примерно полсантиметра от новых линий, обрезаю детали. Сшиваю детали спинки по центру, начиная сверху, примерно на 3 сантиметра. Остальную длину не зашиваю для выворачивания. К детали полочки подкладки пришиваю подборт. Затем сшиваю спинку и полочки по плечевым скосам. Припуски заутюживаю на сторону подборта. И вшиваю рукава в проймы. Также сшиваю подкладку по бокам. Вторую деталь воротника пришиваю к горловине подкладки. С
Совмещаю обе заготовки пальто лицевой к лицевой. И сшиваю по внешним краям подборта, захватив и воротник. Беру рукав подкладки и рукав из внешней ткани. Раскрываю, совмещаю лицевой к лицевой. И сшиваю их по прямому краю. После этого складываю рукава пополам и прошиваю нижний край. Затем подгибаю подол внешней части и пришиваю его к подолу подкладки. Выворачиваю все пальто через оставленную прорезь в подкладке. После этого зашиваю ее потайным швом. Для того, чтобы легче было формировать аккуратные и четкие края пальто, я прошиваю их швом вперед иголка контрастной нитью. И после проглаживания утюгом убираю ее. И в конце пришиваю по 3 пуговицы на каждую сторону. При желании также можно прорезать петли для застегивания. И вот такое пальто для Кена у меня получилось. Надеюсь, это видео вам понравилось и оно было для вас полезным. Ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал.